Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущие события и какие движения по ключевым активам, доллару, нефти, золоту, рублю и так далее предполагаются сегодня в течение дня. У нас продолжение идет недели PMI. По Китаю вышел индекс деловой активности в секторе услуг от Кайксина. Здесь данных пока нету. И видим, что сектор услуг у Китая, он вытягивает, спасает на текущий момент ситуацию. Китайский индекс сегодня отскакивает, однако я думаю, это долго не продлится, потому что противоречий там достаточно много в экономике. И они уже в этом году начнут очень существенно сказываться на ситуации, как в самом Китае, на его фондовом рынке и в мировом масштабе, на других финансовых рынках, американском и так далее. Вопрос только в том, насколько вот то движение, которое я предполагаю на осень, оно будет существенно, и насколько оно будет негативное. Дело в том, что для кризиса, который может разразиться, для него принципиальный момент случится до середины октября, до начала ноября. Потому что далее там начинается рождественское ралли, будут заливать деньгами по традиции. И поэтому вот это наиболее опасный момент с моей точки зрения, это диапазон, расширенный диапазон с 15 августа по 15 октября. Если говорить о том времени, когда риск наиболее велик, это где-то с 15-20 сентября по середину октября. Дальше вступают в действие другие факторы. До этого момента, до 15 сентября, ситуация может быть вполне приличной и вполне стабильной. Опять же, здесь есть ряд неизвестных, которые будут влиять на развитие событий. Это и так называемый новый штамм, дельта-вирус. Уже сейчас он не сходит с повестки дня. Уже идут заявления о том, что для преодоления дельта-угрозы нужна 80% вакцинация или при 80% вакцинации, включая переболевших людей, в течение года будет достигнут массовый иммунитет, и, соответственно, дельта-штамм сойдет на нет. И поэтому, с моей точки зрения, есть ключевые вот эти моменты, которые связаны, во-первых, с развитием ситуации дельта-коронавирусом, развитие ситуации в экономике Китая. И третий момент, на самом деле он связан с первыми двумя, и завязан на американской эмиссии денежных средств, это, конечно же, инфляция издержек. Судя по значению Baltic Dry, по стоимости фрахта, инфляция издержек никуда не делась, она надолго, и она постепенно будет все больше и больше подъедать экономический рост. Так, сегодня еще по России. PMI выходит в секторе услуг, соответственно, посмотрим, как здесь развивается ситуация. По производству он вышел очень негативный на этой неделе. Вопрос, что будет с сектором услуг. Но здесь, скорее всего, я думаю, предполагается позитивная динамика. Почему я так думаю? Потому что фактически июнь месяц было закрытие, в Турцию не ехали, Турция была закрыта. Соответственно, туризм перенесся на территорию России. Основная масса туризма. И вот этот фактор, он сектору услуг очень способствует. И, по крайней мере, до конца лета, скорее всего, поддержит на достаточно приемлемых значениях. Так, далее по еврозоне, по Германии. И 15:30 начинается статистика, 15:15 по Соединенным Штатам. Индекс, число занятых в несельхозсекторе. Деловая активность в секторе услуг. Кстати, странно, что в Штатах ей придается такая низкая значимость, потому что, по сути, в Штатах именно сектор услуг, он является определяющим движением то, что происходит. Так, и далее индекс менеджеров снабжения для непроизводственной сферы. И потом в 17:30 запасы сырой нефти. Так, переходя к новостной повестке. Вот Россия устроила крупнейшую распродажу алмазов из Гохрана. Но на самом деле, с моей точки зрения, вот этот шаг, я думаю, достаточно здравый, потому что алмазы это не золото, это просто углерод. И когда они находятся на хаях, и тем более есть нехватка у производителей ювелирных украшений,
самое время начать их распродавать. Это как раз, ну, по моему убеждению, тот актив, который на хаях лучше без оглядки раздать самым первым. Так, ну и вот создаются все условия для роста акций «Газпрома», дефицит газа. Западные союзники не могут обеспечить так называемый сланцевый газ для Евросоюза. И поэтому здесь сейчас создаются все условия для того, чтобы «Газпром» в ближайшее время переписал исторические хаи. Ну и вот душещипательные истории о том, что «Газпром» оставил Европу без газа. Но здесь стечение обстоятельств. Не будем разбираться, кто прав, кто виноват. Могу сказать так, что для «Газпрома» здесь все условия для того, чтобы сходить очень-очень повыше. Так, друзья, ну и вот по поводу китайской сферы услуг значительного роста индекса деловой активности. Есть основания полагать, что это все-таки ситуация связана с летом, с тем, что пока в полном объеме не восстановилась туризм, передвижение, перемещение, и поэтому вот этот фактор, он китайскому индексу деловой активности в сфере услуг очень сильно помог. В любом случае, когда вот PMI будет выходить по Китаю за сентябрь, за октябрь, будет видно, действительно ли это тренд, и здесь идет рост устойчивый, или же это был фактор лета, который потом достаточно быстро может сойти на нет. Так, ну вот статистика поставок вакцины из других стран. Получается, по России там указывается 30 миллионов долларов объем. Но если принять, что 10 долларов стоит один укол, уколу нужно 2, то это получается где-то 15 миллионов заправок, то есть 2 укола Россия поставила за рубеж. Но опять же, если я правильно помню цифры, потому что по иностранным вакцинам называлась цифра 20 долларов за один укол, по российской, по-моему, 15, потом 10 долларов за один укол. То есть вот исходя из этих цифр получается, ну, объем поставок есть, он не очень большой, но здесь как бы главное, что позитивная динамика имеет место быть, что все-таки их покупают, за них денежки платят, ну и это хорошо. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. S&P 500 дневной таймфрейм, здесь консолидация на хаях. Сегодня по факту выхода статистики, ну, я не уверен, что движение вверх оно сейчас будет проистекать. Здесь вполне логично коррекционный откат в район 4390. Ну и соответственно критичный уровень 4350-4340. Если его не пробивает в результате отката, то все хорошо. Вот это движение по брожению на хаях, оно будет еще какое-то время продолжаться. Так, друзья, далее нефть. Сегодня в 17:30 выходят запасы по нефти. Дневной таймфрейм по Бренту. Ну, тут видно, как бы перелом произошел растущей тенденции. Но 72 устойчиво не пробито. И пока 72 не пробито, будут попытки восстановления коррекционного отскока. Но, судя по всему, здесь все-таки растущий тренд, он подорван. Так, но если переходить к часовому таймфрейму, попытка разворота, которая началась вчера, но она пока, с моей точки зрения, еще к успеху не привела. Тенденция на снижение, вот это, она себя не исчерпала. И то, что касается ожиданий по движению нефти, здесь ключевой момент — это выход вот из этого диапазона 72,7-71,95. В зависимости от того, куда сейчас пойдет пробитие, соответственно, таким образом и будет построено движение. Если более детально рассматривать, с одной стороны, здесь произошел разворот, и вот это движение, которое здесь начало развиваться, оно должно привести к тому, что сегодня будет отработано 74,8-74,6, вот этот диапазон. Но для того, чтобы говорить о том, что это движение сегодня либо завтра с утра произойдет, необходимо уверенное, четкое пробитие 72,7. Если его не происходит, здесь просто есть определенные вопросы к сделкам, которые начали происходить после вот этого отскока. И в случае, если здесь все-таки происходит откат с пробитием 71,95, то вот этот сценарий на распрямление пружины, он не сработает, и нефть уходит тестировать сначала 71, и потом, соответственно, может быть вполне задерг
цель этого задерга сходить вот сюда вот на 68,6, 68,8. Ну и здесь вполне может по факту вот этого движения сформироваться условия для того, чтобы уже отсюда пошел устойчивый отскок, целью которого 74,5. И поэтому, я думаю, наиболее целесообразно посмотреть, как будет разыгран выход из этого диапазона. И как только будет выход, здесь, если пробой с закреплением, то весьма вероятно разовьется вот такой вот отскок. Но на самом деле, действительно, здесь тренд по нефти сломали. И такие вот выбросы, когда начинают происходить, это свидетельствует о том, что должно быть затухание и более сильное движение вниз. Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь пока консолидация, пока. Здесь ситуация складывается таким образом, что если переходить на месячный таймфрейм по индексу доллара, у нас фактически здесь отрисовывается двойное донышко, и это двойное донышко, оно раскрывается путем движения вот сюда, вот в этот диапазон в районе 96,6, 96,7. Это если смотреть месячный таймфрейм. Если переходить на недельку, ключевой момент сейчас для индекса доллара это пробой вот этого значения 91,85 и закрепление ну хотя бы в районе 91,7. Если такое происходит, можно говорить о том, что вот этот отскок по индексу доллара, который пошел наверх, он захлебывается. И сейчас будет повторное тестирование на пробой 91,5 и уход, соответственно, в район 90,1. Но на текущий момент вот эта фигура двойного дна по индексу доллара, она не сломана. И поэтому вопрос в том, как произойдет разрешение вот этой ситуации. Возможно, уже на этой неделе мы получим здесь сигнал, будет, не будет здесь пробой и, соответственно, ослабление доллара. Если таковое не произойдет, не закрепится, то все основания для реализации вот этой формации, так называемого двойного дна и, соответственно, выноса наверх индекса доллара. Так, друзья, далее RGBI, российский индекс ОФЗ, месячный таймфрейм. Но здесь, как вы видите, произошло заползание на уровень 145. Ну, конечно, такой ход по повышению ставки, он просто неизбежно вызвал отскок. Так, но переходя к недельному таймфрейму, поскольку эта штука, она очень влияет на курс рубля к доллару и евро, вот получается, если мы удерживаемся выше этого значения 145.33 и начинаем здесь активно торговаться, это ведет к тому, что развивается отскок, и цель движения по этому отскоку будет 141,4 вот сюда, к этому значению. Если в ближайшее время мы не удерживаемся, идет провал, то весьма вероятно, что после какой-то проторговочки в районе этого значения последует дальнейшее снижение и движение с целью потестить 137-136. Но здесь ситуация на недельном графике указывает на развитие роста, развитие отскока и, соответственно, движение по направлению к 151. Соответственно, такой сценарий, если реализуется, то действительно до конца года мы увидим укрепление рубля к доллару и евро, как и прогнозирует Сбербанк СИБ, что произойдет снижение составляющей, которая отвечает за геополитические риски, и, соответственно, это приведет к тому, что доллар устремится к 70 рублям за доллар, ну, курс рубля. Но вы знаете, давно уже замечено, что когда, допустим, что-то начинает расти, тут же появляется масса прогнозов о том, что это что-то будет расти вечно и даже все время. Хотел отметить, что есть здесь два ключевых риска. Первый риск, который заключается в том, что может произойти накал геополитических рисков в сентябре по факту выборов. Это первый момент. И второй момент, середина сентября, середина октября, если все-таки произойдет сбой в мировой финансовой системе, то, конечно, ни о каком укреплении рубля речи здесь не будет. Так, друзья, давайте перейдем рубль-доллар. Рубль-доллар консолидируется в диапазоне 72,8, 73,15. Вот здесь он завис. И на текущий момент, поскольку нефть начинает колебаться, было бы логично ему все-таки сходить
в район 73,3, если смотреть спот. Но здесь есть обстоятельства, которые связаны, что действительно на текущий момент есть интерес к российским активам. Российские активы покупают за рубли. Соответственно, если покупают за рубли, нужно валюту менять на рубли. Так, если переходить на часовик, здесь картина, она вполне прогнозируема. То есть одну часть движения выполнили, но единственное, только вот от этого уровня мы не отбились. С учетом ситуации по нефти, здесь весьма вероятно, что все-таки пойдет движение на рост доллара локально в рамках вот этого консолидационного диапазона. Первая цель движения — это тестирование 73. Если здесь возникает пробой, то следующая цель движения находится в диапазоне 73.15, 73.2. Соответственно, здесь, если этот диапазон не пробивается, то отсюда возникает отбой и движение вот сюда, вот к нижней границе. На текущий момент рубль-доллар заперт вот в этом диапазоне, но сделки, которые происходили вот здесь вот вчера, они указывают на то, что был очень хороший, очень мощный набор позиций, и этот набор позиций в долларе его пока здесь не раздали. Соответственно, если его не раздали, значит весьма вероятен сценарий, когда будут докупать и тянуть все это наверх, чтобы уже раздать на хороших, на выгодных условиях. На сегодня, сейчас, как мне видится, будет развиваться движение вот сюда, вот к верхней границе. Сегодня еще предполагается размещение ОФЗ. Этот фактор, по крайней мере, до 3 дня может сдержать укрепление доллара к этой верхней границе. И, соответственно, здесь, если сейчас вот этого роста не произойдет с тестированием и пробой 73 в течение 1-2 часов, то мы увидим либо консолидацию вот в этом диапазоне рубль-доллар, либо попытка рубля укрепиться на 72,7, то, что мы вот ранее и наблюдали. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Ключевые моменты, ключевые активы, новости. Спасибо за внимание, успешных торгов.